В известной Вселенной насчитывается немыслимое число звезд. Это число с 22 нулями. Грандиозно, правда? Но на Земле есть объект, который мы производим в количествах, превышающих число звезд в космосе. И это полевой транзистор с изолированным затвором. MOSFET. На сегодняшний день человечество создало их более 13 секстиллионов. Это самый массовый объект, когда-либо созданный руками человека. Он невидимый левиафан, на котором держится вся наша цивилизация. И тем ироничнее, что этот левиафан может умереть от одного неверного движения вашей руки или от статического разряда, который вы даже не почувствовали. Мы производим их триллионами, но все еще не умеем читать инструкции к ним. Приветствую, друзья! Это подкаст «Библиотека инженера». Скажите честно, вы читаете вводную часть даташита или сразу скроллите к таблицам? Этот документ надо читать полностью, до последней точки. Некоторые производители даже издают апноуты про то, как читать даташиты. Давайте и мы попробуем немного почитать даташиты по MOSFET. Приготовьтесь, будет местами непонятно и запутанно, а иногда неожиданно. Поехали! Раздел 1. Тайный язык даташитов. Читаем между строк. Производители часто предупреждают нас прямым текстом в самых видных местах, в General Description или в Disclaimer. Один пишет на понятном английском языке, в то время как определенные параметры очевидны и точны, другие могут быть в лучшем случае неоднозначными, а третьи порой могут быть совершенно бесполезными. Другой добавляет жесткое условие. Все рабочие параметры, включая типичные параметры, должны быть подтверждены для каждого применения заказчика техническими экспертами заказчика. Или вот так. Из-за большого количества информации, которую предлагает даташит, он иногда считается сложным и трудным для понимания документом. Более того, важные параметры часто могут быть упущены. Как нам понимать производителя? Что они пытаются нам объяснить про их изделия? Для себя я это перевожу так. Цифры в таблицах — это хорошо, но если не понимать физику процессов, то эти цифры просто бесполезны. Сегодня мы займемся расследованием. В этом выпуске главный фигурант — напряжение пробоя сток-исток. Параметр, который кажется простым, абсолютной константой, пока не начинает дрейфовать от температуры или индуктивного выброса. Раздел 2. Миф о напряжении пробоя. Почему условия измерения важнее цифр? Открываем даташит. Первая страница. Крупный шрифт, логотип бренда и цифра 100 вольт. В тексте это называется VDSS. В одном из выпусков, ссылка вверху, мы уже выяснили, первая страница — это чистый маркетинг. Производитель говорит об этом честно. Это для знакомства, а данные для расчета смотрим дальше, в таблице характеристик. Хорошо, продвигаемся дальше. В разделе максимальных значений мы ничего подобного не обнаруживаем. Это немного удивляет. А вот в разделе электрических параметров находим что-то похожее, но уже под другим именем. VBRDSS – Breakdown Voltage. Мы уже раньше выяснили, что в этой таблице надо внимательно изучать то, что указано в колонке условий измерения. В колонке условий написано: пробой фиксируется при напряжении затвор-исток равно нулю, то есть затвор жестко привязан к истоку, и ток 250 микроампер. Давайте попробуем понять, что это значит для нас. Если ваш драйвер в выключенном состоянии висит в воздухе или имеет высокий импеданс, а на сток прилетает быстрый фронт, то через паразитную емкость затвор может приподняться. И тогда вы получаете паразитное открывание канала вместо пробоя, и транзистор начинает греться там, где должен был быть закрыт. Поэтому, если вы не обеспечили 0 на затворе, цифра 100 вольт теряет всякий смысл. Раздел 3. Парадокс холода. Почему мороз убивает MOSFET быстрее перегрева? Мы привыкли бороться с перегревом. Радиаторы, кулеры, термопасты и прочее. Но у кремниевых MOSFET есть специфическое свойство. Это положительный температурный коэффициент напряжения пробоя. На практике это значит, чем холоднее кристалл, тем ниже его пробивное напряжение. Представьте, вы заложили запас в 10%. В лаборатории при плюс 25 градусов Цельсия все работает. Устройство уезжает в неотапливаемый бокс. На улице минус 30 градусов Цельсия. В этот момент паспортное напряжение пробоя в 100 вольт, на которое вы надеялись, съезжает вниз. И первый же штатный выброс на шине питания, который раньше был безопасен, теперь становится фатальным. Транзистор срывается в лавинный пробой не потому, что схема плохая, а потому что просто на улице стало холодно.
Рекомендация простая. Смотрите на график температурной зависимости напряжения пробоя в области отрицательных температур. Именно там ваш реальный запас прочности. Допустим, выброс все-таки пробил защиту. Что тогда? Давайте разберемся. Раздел 4. Ошибка в EAS. Как квадрат тока испаряет кристалл. И так оно все-таки произошло. Оно — это событие пробоя. Транзистор перешел в режим лавинного пробоя. В даташитах это часто подают как фичу Avalanche Rated. Звучит надежно, как страховка. Но не обольщайтесь, лавинный режим — это не штатная работа, и возможности здесь сильно ограничены. Ключевой параметр здесь — энергия одиночного импульса. Многие смотрят на цифру в джоулях и думают: «О, он выдержит удар в 700 миллиджоулей». Нюанс в том, что эта энергия нормирована для конкретной индуктивности и, что важнее, для конкретного тока. Взгляните на формулу энергии. Заметили в формуле квадрат тока? Еще раз, квадрат тока. Если ваш ток лавины выше тестового, то та же самая энергия выделится в кристалле гораздо быстрее. Локальный перегрев и тепловой пробой. Кремний просто испарится в точке удара. Поэтому не верьте одной цифре, а ищите график, который обычно называется максимальная энергия лавины от температуры. Вы увидите несколько кривых для разных токов. Чем выше ток лавины и чем горячее кристалл, тем меньше энергии он способен погасить без разрушения. Если ваша рабочая точка находится выше этой кривой, транзистор не выдержит, сколько бы джоулей не обещала таблица характеристик. Раздел 5. Граница SOA. Момент потери контроля над транзистором. График области безопасной работы. SOA. Мы все любим смотреть на линии постоянного тока и тепловые лимиты слева. Но посмотрите на правую часть графика. Там, где линии тока обрываются вертикальной чертой, это граница. Граница VDS – герой нашего сегодняшнего выпуска. Слева от этой черты вы с помощью физики управляете транзистором. Справа транзистором управляет только физика, без вашего участия. Как только рабочая точка пересекает эту границу, включается механизм лавинного пробоя. Ток больше не ограничивается каналом, он ограничивается только внешней цепью. Заход за правую границу SOA — это всегда рандомный исход. Либо вы укладываетесь в жесткие рамки UIS, Unclamped Inductive Switching, либо получаете проплавленный кристалл. Для силовой электроники надежность — это искусство не подходить к этой границе. Итоговый чек-лист надежности. Подведем итог этого выпуска, соберем все в один удобный список. Первое. Жесткий ноль. Драйвер должен держать затвор на истоке в выключенном состоянии. Плавающий затвор — это приглашение к паразитному открытию, а не пробою. Второе. Фактор холода. Проверьте напряжение пробоя при минимальной рабочей температуре. Если при минус 40 градусах Цельсия ваш запас исчезает, меняйте транзистор или ставьте супрессор. Третье. Энергия — это не все. Не надейтесь на цифру энергии одиночного импульса. Проверяйте ток лавины. Быстрый удар большим током убивает транзистор даже при малой энергии. Четвертое. Держитесь дальше от границы. Правая граница SOA — это не рекомендация, это закон. Пересечение допустимо только в рамках спецификации UIS и ни на йоту больше. На этом первая часть нашего разбора даташитов закончена. Надеюсь, теперь при виде цифры 100 вольт вы будете скептически щуриться и искать графики температурной зависимости. Ссылки на апноуты производителей для тех, кто любит читать первоисточники на английском, в нашем телеграм-канале. На Бусти есть аннотированный список ссылок на статьи с техническими подробностями. Проектируйте с запасом и читайте мелкий шрифт. До встречи!